Подождите, Тэхён что, просто прошел мимо Чингука, как будто его и не было? Этот момент произошел прямо перед концертом во время репетиции, и фанаты сразу почувствовали, что что-то не так. Ни улыбок, ни зрительного контакта, никакого взаимодействия, только холодное молчание. Выражение лица Чингука за считанные секунды изменилось с сосредоточенного на явно обиженное, в то время как Тэхён держался на расстоянии, как ни в чем не бывало. Такое обычно между ними не увидишь, и именно поэтому все об этом говорят. Было ли это просто неудачное стечение обстоятельств, или за кулисами происходит что-то более глубокое? Потому что этот короткий момент может скрывать гораздо более масштабную историю, которую фанаты еще не до конца осознали. Атмосфера на стадионе была тяжелее обычного. Еще до начала музыки это был не просто залитый дождем экран или тихое эхо шагов во время репетиции, а что-то невысказанное, что витало в воздухе. Персонал быстро двигался, регулируя свет и звук, стараясь сосредоточиться на расписании. Тем не менее, энергию между Тэхёном и Чингуком было невозможно игнорировать. Она была едва уловимой, почти невидимой для тех, кто не обращал на нее пристального внимания. Но для тех, кто наблюдал внимательно, дистанция ощущалась реальной. Чингук оставался в центре сцены дольше, чем нужно, словно ожидая чего-то, чего так и не произошло. Его обычная игривая энергия отсутствовала, ее сменила тихая неподвижность, не соответствовавшая той интенсивности, которую он всегда демонстрировал на репетициях. Каждое движение казалось немного запоздалым, словно его мысли были где-то в другом месте. Тем временем Тэхён продолжал двигаться, меняя позиции, проверяя реплики, оставаясь профессионалом, но ни разу не сокращая эту небольшую, но заметную дистанцию между ними. Дождь только усиливал драматизм происходящего. Капли падали на сцену, отражая свет таким образом, что каждое движение превращалось в нечто кинематографическое. Издалека это могло выглядеть как обычная репетиция в сложных условиях. Но вблизи тишина между ними имела другой вес. Она не была громкой или конфронтационной, это была такая тишина, которая заставляет людей гадать, что произошло до прихода остальных. Пока репетиция продолжалась, остальные участники старались сохранять спокойствие. Они отрабатывали построение, корректировали ритм, и все шло по плану. Однако были моменты, когда все словно замедлялось, когда один взгляд или его отсутствие говорил больше, чем любые слова. Чингук избегал смотреть в сторону Тэхёна, в то время как Тэхён оставался сосредоточенным на происходящем, словно осознавая, что этот момент изменит что-то, к чему ни один из них не был готов. Поклонники, позже увидевшие фрагменты этой репетиции, не могли перестать анализировать каждую секунду. То, как Чингук опустил голову после этого, то, как Тэхён без колебаний продолжал двигаться в своем темпе, и отсутствие их обычной непринужденной связи, все это казалось непривычным, и эта непривычность переросла в беспокойство. Для многих это было не попыткой создать драму, а попыткой понять перемену, которая казалась слишком реальной, чтобы ее игнорировать. Предположения начали быстро нарастать. Некоторые считали, что это просто усталость, результат напряженного графика и давления, связанного с подготовкой к масштабному выступлению. Другие чувствовали, что за этим скрывается нечто более личное, что нельзя объяснить одной лишь усталостью. Истина же оставалась недоступной, скрытой за профессионализмом и сложностью эмоций, которые редко проявляются на сцене. Когда репетиция подошла к концу, дистанция не исчезла полностью, но и не усилилась. Она осталась неразрешенной, как вопрос без ответа. И, возможно, именно это сделало момент таким сильным. Он не был драматичным в обычном смысле. Не было никаких явных признаков, никаких подтверждений и никаких объяснений, только ощущение, что что-то изменилось, пусть даже на мгновение. К тому моменту, когда концерт был готов начаться, на первый взгляд все снова выглядело нормально. Свет стал ярче, энергия громче, а выступление мощнее, чем когда-либо. Но для тех, кто видел тот момент раньше, он остался в подсознании, тихое напоминание о том, что даже посреди чего-то столь грандиозного есть маленькие человеческие моменты, которые не всегда сразу понятны. И, возможно, именно поэтому этот момент продолжает оставаться в памяти стольких людей. Не из-за того, что было показано, а из-за того, чего не было.
Неразрешенные вопросы, тонкие эмоции и краткая дистанция, которая казалась больше, чем должна была быть. Она оставляет после себя чувство любопытства, которое не угасает легко, заставляя всех задуматься, было ли увиденное просто мимолетным моментом или началом чего-то, чего они никогда не ожидали заметить. Когда свет погас и рев толпы медленно заполнил стадион, все перешло в режим выступления. Энергия, которая еще несколько мгновений назад казалась тяжелой, теперь сменилась интенсивностью, точностью и ошеломляющей харизмой. Издалека ничто уже не казалось неуместным. Каждое движение было четким, каждое построение идеально выстроенным, и каждое выражение лица было под контролем. Но под этой безупречной поверхностью все еще оставалось что-то неуловимое. Чингук вышел на сцену со своей обычной мощью, исполняя каждую партию с неоспоримой сосредоточенностью. Однако для тех, кто внимательно следил за ним, в его взгляде прослеживалась небольшая разница. Это была не та привычная пламенная уверенность, которую фанаты так легко узнавали, взгляд казался более глубоким, почти сдержанным, словно он что-то скрывал, но при этом отдавал сцене все, что у него было. Его профессионализм ни разу не пошатнулся, но эмоции, стоящие за взглядом, казались более сложными, чем раньше. Тэхён, с другой стороны, держался с той же спокойной элегантностью, которой он был известен. Его выражения лица были сдержанными, движения – легкими, а присутствие – магнетическим. Но были короткие моменты, почти слишком мимолетные, чтобы их заметить, когда его взгляд, казалось, отвлекался от самого выступления. Ни на Чингука, ни на что-то конкретное, просто куда-то в сторону, как будто что-то увлекало его мысли куда-то совсем в другое место на протяжении всего выступления. Их пути пересекались несколько раз, как и ожидалось по хореографии, но каждое пересечение ощущалось по-разному. Не было затяжных взглядов, никакого тонкого взаимодействия, ничего такого, к чему привыкли фанаты. Это было неочевидно для всех, но для тех, кто видел момент на предыдущей репетиции, это ощущалось как продолжение чего-то незавершенного. Толпа, не замечая никакого напряжения, продолжала громко аплодировать, наполняя пространство восторгом и любовью. Музыка становилась громче, визуальные эффекты интенсивнее, и выступление достигло своего пика. Для тех, кто смотрел впервые, это было идеально. Но для тех, кто внимательно наблюдал с самого начала, под всем этим скрывался тихий слой, который нельзя было игнорировать. Когда зазвучали последние ноты и участники начали завершать выступление, произошло нечто небольшое, но заметное. Чингук снова задержался, всего на секунду дольше, чем ожидалось, словно ожидая момента, который так и не наступил. Тэхён двинулся вперед с остальными, оставаясь в синхроне с группой, не нарушая построения и не оглядываясь назад. Это было едва заметно, почти незаметно, но ощущалось то же чувство отстраненности, которое трудно было объяснить. За кулисами атмосфера снова изменилась. Яркий свет погас, уступив место более расслабленной обстановке. И все же, казалось, неразрешенное напряжение сопровождало их даже там. Персонал поздравил участников, подготовка продолжалась, и все шло как обычно. Но вопрос оставался, тихо витая в каждом уголке момента. Фанаты начали пересматривать каждый фрагмент, каждую секунду и каждый ракурс, который только могли найти. Теории продолжали расти, каждая пыталась объяснить, что могло вызвать такое заметное изменение. Некоторые указывали на стресс, другие – на время, а третьи – на вещи, которые никогда не могли быть подтверждены. Но сколько бы объяснений ни появлялось, ни одно из них полностью не стерло ощущение, что что-то изменилось, пусть даже временно. И именно это поддерживает этот момент. Неясный ответ или подтвержденная история, а серия мелких деталей, которые уже не совсем складываются в единое целое, как раньше. Взгляд, которого и не было, шаг, который казался слишком далеким, и тишина, которая говорила громче всего на свете. Потому что иногда самые сильные впечатления оставляют не самые важные моменты. Иногда дольше всего остаются тихие, те, которые быстро проходят, оставаясь незамеченными большинством. И этот момент казался одним из тех, о которых люди еще долго не перестанут думать. Спустя несколько часов после окончания концерта шум снаружи постепенно стихал, но тот момент, что был раньше, никак не хотел исчезать.
Внутри зала все уже двигалось дальше. Упаковывали оборудование, проверяли расписание, и вечер подходил к концу, как и любое другое успешное шоу. И все же, под этой рутиной все еще оставалось тихое ощущение, что что-то неразрешенное преследовало их все это время. Чингук появился за кулисами позже остальных, его присутствие было спокойнее, почти слишком спокойным по сравнению с той интенсивностью, которую он демонстрировал на сцене. Не было никаких видимых признаков разочарования, никакого ясного выражения лица, которое могло бы что-то подтвердить, но энергия вокруг него ощущалась по-другому. Это была не явная грусть, а что-то более внутреннее, что-то тщательно сдерживаемое. Даже в разгар празднования ощущалась дистанция, которой раньше не было. Тэхён же оставался в окружении персонала и участников группы, сохраняя спокойствие и уверенность. Со стороны все выглядело совершенно нормально. Он вел беседы, приветствовал окружающих и держался с той же тихой уверенностью. Но случались короткие паузы, небольшие, почти незаметные моменты, когда его внимание, казалось, рассеивалось, словно что-то из прошлого не покидало его полностью. По мере того, как ночь продолжалась, их пути снова пересеклись, но, как и прежде, ничего не произошло. Ни приветствия, ни общего понимания. Даже взгляда, который длился бы достаточно долго, чтобы что-то значить, не было. Это не было драматично или конфронтационно, но само это отсутствие стало самым заметным моментом. То, что когда-то казалось между ними легким и непринужденным, теперь казалось непривычным, и поклонники не могли это игнорировать. Фрагменты репетиции и выступления начали быстро распространяться, достигая все большего числа людей, которые не видели их вживую. Реакции были мгновенными. Некоторые фанаты были обеспокоены, другие – сбиты с толку, а многие просто не могли понять, как такой незначительный момент может казаться настолько важным. Чем больше людей смотрели, тем больше они замечали одни и те же закономерности – дистанция, упущенная связь и едва уловимые изменения, которые не соответствовали тому, к чему они привыкли. С каждым часом предположения усиливались. Некоторые считали, что это всего лишь усталость после долгих приготовлений, указывая на то, как напряженный график может повлиять даже на самые близкие отношения. Другие были убеждены, что произошло нечто более глубокое, что-то личное, что не должно было быть показано публично. Но без четкого подтверждения каждая теория оставалась лишь предположением без ответов. Еще большее напряжение вызывало то, насколько обычным казалось все остальное. Выступление было мощным, энергия толпы – подавляющей, и группа в целом оставалась в идеальной синхронности. Не было ошибок, видимых сбоев, ничего, что указывало бы на какие-либо серьезные проблемы. И все же, эта тихая нить отчуждения продолжала выделяться на фоне всего остального. Когда участники начали покидать зал один за другим, ночь наконец начала успокаиваться. Свет погас, сцена опустела, и пространство, наполненное музыкой и эмоциями, снова погрузилось в тишину. Но для тех, кто внимательно наблюдал, история не казалась законченной. Она казалась застывшей, словно оставленной посередине без ясного конца. И, возможно, именно это заставляет всех цепляться за этот момент. Не из-за того, что было ясно видно, а из-за того, что нельзя было объяснить. То, как простое действие превратилось в волну вопросов, то, как короткая тишина несла в себе больше веса, чем любые слова, как что-то такое маленькое могло казаться таким значимым. Потому что пока не будет ответа, или хотя бы намека на него, этот момент будет продолжать жить в умах тех, кто его заметил, расти, развиваться и становиться чем-то большим, чем был в начале. Где-то между тем, что было реальностью, и тем, что воображается, вопрос остается тем же, был ли это просто мимолетный момент или начало чего-то, чего никто еще не должен был заметить. Следующий день не принес той ясности, на которую многие надеялись. Вместо этого он добавил еще один слой к тайне. Короткие видеоролики и ранее не публиковавшиеся кадры с предыдущей ночи продолжали появляться, каждый из них предлагал немного другую перспективу, но ни один из них не давал четкого ответа. Более того, чем больше людей смотрели, тем больше вопросов возникало. Чингука заметили во время короткого момента вне сцены, более тихого, чем обычно, его взгляд был направлен вниз, словно он что-то прокручивал в голове. Это было недостаточно драматично, чтобы что-то подтвердить, но и не казалось случайным.
В его выражении лица чувствовалась какая-то затяжная тяжесть, что-то едва уловимое, но настойчивое, словно чувство, которое еще не прошло. Для человека, известного своей яркой, энергичной манерой поведения, это изменение не осталось незамеченным. Тэхён, напротив, выглядел собранным, сохраняя спокойствие и самообладание в каждом появившемся видеоролике. Его выражения лица были устойчивыми, движения расслабленными, и ничто внешне не указывало на напряжение. Но это постоянство само по себе стало предметом обсуждения. Некоторые считали это профессионализмом, другие – отстраненностью, а некоторые задавались вопросом, не скрывается ли что-то более глубокое. Разница в их энергии стала центром внимания, не потому, что она была экстремальной, а потому, что она была достаточно заметной, чтобы казаться реальной. Это не был явный конфликт, это не было чем-то, что можно было легко обозначить или объяснить. Это существовало в промежуточном состоянии, где вступает в игру интерпретация и исчезает уверенность. Пока фанаты продолжали анализировать каждую деталь, всплывали и старые моменты, отрывки из прошлых выступлений и взаимодействий, полных непринужденности и знакомости, контрасты, которые делали нынешнюю ситуацию еще более необычной. Сравнение не ставило целью что-либо доказать, но усиливало ощущение того, что что-то, пусть и незначительное, изменилось. Несмотря на все предположения, прямых признаков проблемы по-прежнему не было. Никаких заявлений, никакого видимого конфликта и никаких неопровержимых доказательств чего-либо серьезного. Все оставалось в сфере интерпретации. И все же эмоциональная реакция зрителей продолжала расти, движимая скорее неопределенностью, чем чем-либо еще. Что делало это еще более убедительным, так это мимолетность первоначального момента. Всего несколько секунд, которые легко было пропустить, но которые были достаточно сильными, чтобы вызвать многодневные дискуссии. Возник вопрос, который оставался актуальным и после просмотра самих видеороликов: насколько много можно понять из такого короткого взгляда? С течением времени интенсивность момента не угасла так быстро, как ожидалось. Вместо этого она сменилась чем-то более тихим, но более устойчивым, не таким громким, как первоначальная реакция, но более глубоким и задумчивым. Это тот вид любопытства, который не требует немедленных ответов, но и не исчезает. И где-то во всем этом реальность оставалась неизменной. Два человека продолжали свою работу, сохраняли свои роли и двигались вперед, как и ожидалось. Что бы ни существовало в тот короткий момент, оно оставалось там, неопределенным и неразрешенным в глазах общественности. Но именно это и поддерживает его жизнь. Не подтвержденная история или четкий нарратив, а чувство, пауза в чем-то, что обычно течет без усилий. Тишина, которая выделялась ровно настолько, чтобы ее запомнить. Пока что-то не заменит ее или не объяснит, этот единственный момент будет продолжать эхом отзываться, тихий, неопределенный и не поддающийся полному игнорированию. Прошли дни, но момент отказывался полностью исчезнуть. То, что должно было стать всего лишь мимолетным эпизодом, превратилось в нечто, что надолго запечатлелось, воспроизводилось снова и снова, не из-за того, что было ясно видно, а из-за того, что нельзя было объяснить. Интенсивность реакции постепенно переходила от шока к тихому любопытству, но вопросы никогда по-настоящему не исчезали. Начали появляться новые материалы из разных графиков, предлагая свежие взгляды на их взаимодействие. В некоторые моменты все казалось снова нормальным: синхронные движения, общее пространство и отсутствие видимых помех. Но даже тогда некоторые зрители чувствовали едва уловимое колебание, что-то настолько незначительное, что его легко было представить, но достаточно сильное, чтобы поддерживать дискуссию. Речь шла уже не об одном инциденте, а о попытке понять закономерность, которой, возможно, даже не существует. Присутствие Чингука продолжало привлекать внимание. Были моменты, когда к нему возвращалась энергия, когда его выражения лица соответствовали тому, к чему привыкли фанаты. Но иногда случались паузы, короткие, почти незаметные сдвиги, которые заставляли людей задуматься, действительно ли предыдущий момент прошел или он все еще скрывается под поверхностью. Ничто не подтверждало это, но и ничто полностью не развеивало это чувство. Тэхён оставался невозмутимым, последовательным, что еще больше затрудняло интерпретацию. Его спокойное поведение не давало никаких подсказок и не склонялось к какому-либо ясному объяснению.
Оно оставляло все открытым, позволяя людям проецировать смысл там, где его может и не быть, или упускать что-то, что могло бы существовать. Этот баланс между ясностью и тайной только усиливал интригу.